Всем привет! Совсем недавно у меня случилась такая неприятность. Стрелка указателя уровня топлива всегда находится вот в таком положении, как сейчас вы видите. То есть лежит в самом низу, не показывает, сколько у нас бензина. Диагностировать такую неисправность достаточно просто. Если у вас в автомобиле нет прямого доступа к бензонасосу через лючок, вам придется поднять электросхему, посмотреть, какие провода идут от датчика до приборки, и, возможно, у вас получится подключиться к ним, ничего не разбирая. У меня все намного проще. У меня такой лючок есть, он находится в багажнике. И при такой неисправности первым делом направляюсь к нему. Откручиваю 3 болтика и снимаю крышку. Добравшись до верхней крышки модуля бензонасоса, в 90% случаев мы увидим 4 провода, которые подходят. Как определить, какие из них на бензонасос, какие на датчик? Очень просто. К бензонасосу идут толстые провода, так как он потребляет больше тока. И остальные 2 тоненьких провода идут к датчику. Начинать проверку любой электроники в автомобиле следует с проверки, приходит ли к нам опорное напряжение питания на тот прибор, который вы собираетесь проверять. Сделать это можно обычной контролькой. Сейчас покажу как. Можно аккуратно вставить любую скрепку или еще что-то. Главное попасть не в сам контакт, а рядом с ним, чтобы не раздвинуть его. Иначе у вас пропадет сам контакт вот с этой фишкой. Впоследствии это место будет греться. Ну и, естественно, оплавится. Проверяем контролькой массу питания. Лампочка горит. И проверяем контролькой массу. Подключаемся к нашему плюсовому проводу и касаемся минусового вывода на фишке. То же самое, лампочка загорается. Питание у нас есть. А значит, сейчас мы можем проверить дело в датчике или в проводке. Для этого нам нужно будет замкнуть между собой питающие провода к датчику и посмотреть, что будет с нашей стрелкой. Значит, вывел я в салон эти проводочки, к которым подключился. Попробуем включить зажигание, посмотреть, что будет. Включаю зажигание. Стрелочка никуда не двигается. Соединяем между собой эти 2 проводочка. Есть сигнал. Стрелка поползла наверх. Ну что ж, это прямое доказательство тому, что вся наша проблема заключается в датчике уровня топлива. Снимаю бензонасос, смотрим, что там. Значит, снял я бензонасос, и вот в чем оказалось дело. Плата резистивным покрытием, по которой ходит наш бегуночек, поплавок, у меня совсем не держится. Вот она как гуляет. И пайка в этом месте отвалилась. Собственно говоря, поэтому никаких значений мы с него и не получали. Сейчас попробуем пропаять и узнаем, что получится. Пропаял я контакт, дополнительно усилил его маленьким медным проводочком святой пары. И теперь поворачивая в разные положения датчик, можем посмотреть, как меняется сопротивление на нем. Поставил бензонасос на место. Проверяем наш ремонт. Включаем зажигание. И видим, как стрелочка медленно начинает показывать нам уровень топлива в баке. Пару дней надо потестить, посмотреть, насколько актуально то сопротивление, которое она показывает. Но, скорее всего, такого ремонта надолго не хватит. И нужно присматривать новый или бэушный датчик уровня топлива. Спасибо за внимание. Всем пока.